Привет, мои хорошие! Сегодня буду делать коррекцию вот этих очень длинных ногтей. Так что, если вам интересно, присоединяйтесь. Ну а с вами я, Миронова Виктория. Мне написала девочка, обладательница вот этих ногтей, и спросила, смогу ли я сделать ей коррекцию вот на такую длину. Мне было очень интересно поработать с такой длиной, поэтому я согласилась. Почти все мои постоянные клиентки являются обладательницами длинных ногтей, но, конечно, не такими экстремальными. Ведь к такой длине нужно и привыкнуть, и приспособиться. Лично мне очень нравится такая длина, но себе позволить я не могу, потому что они мне мешают и в быту, и в работе, поэтому я хожу с ногтями покороче. Хотя в виде экспериментов я все-таки частенько себе такие моделирую, красиво их разрисовываю, показываю вам этот весь процесс в видео, ну а в конце, если вы уже давно подписаны на мой канал, то вы знаете, что чаще всего я их и сразу все спиливаю. Хотя иногда это прям очень жаль делать, потому что они просто нереально красивые. У меня, конечно, побеждает практичность, потому что мне намного проще с короткими ногтями работать, но я знаю многих мастеров, которые привыкли работать с вот такими длинными ногтями, им они вообще не мешают. Моя модель сказала, что ей очень комфортно с такими ногтями, она их носит уже больше 3 лет, постоянно с такой длиной, иногда были еще длиннее. Когда я увидела эти ногти вживую, я сразу поняла, что лучше всего, конечно, их сразу срезать и сделать новые, красивые, ровные. Это будет намного быстрее и аккуратнее. Но мне было интересно, смогу ли я сделать все-таки коррекцию, приподнять клюющие ногти, все выровнять. В общем, бросила сама себе вызов. Ну а что с этого получилось, вы увидите в конце. На снятие старого материала у меня ушло около часа. Представляете, около часа я просто спиливала все до тонкой подложки. Я до конца так и не разобралась, какой материал был нанесен на эти ногти предыдущим мастером, потому что он спиливался плохо. Я бы даже сказала, что здесь был акрил, хотя модель говорит, что здесь был полигель и гель. Но спиливался плохо, поэтому и ушло много времени именно на снятие. Дальше, конечно, перед коррекцией нужно сделать быстро маникюр, делаю его не идеально, это совсем не нужно при коррекциях. На этом этапе просто нужно убрать птериги и срезать огрубевшую кожу, чтобы она не мешала при выкладке материала. Я еще из тех мастеров динозавров, как я говорю, кто помнит, что когда-то на маникюр девушки приходили за 4-5 дней до самой коррекции. На то время, конечно, были же объяснения, почему нужно так делать, почему нельзя делать маникюр и коррекцию в один день, но очень хорошо, конечно, что современные технологии, что современные инструменты позволяют нам теперь делать все в одно время, и не нужно вот нашим клиентам ходить на маникюр и коррекцию в разные дни. Пишите в комментариях, помните ли вы такие времена, когда нужно было вот так ходить на маникюр отдельно от коррекции. Сейчас может показаться, что ногти больные, потому что там темные пятна, но когда я перевернула ручку, вы видите, что некоторые ногти были смоделированы, там была вот такая ступенька и просто туда забилась грязь. Потом все просто аккуратненько фрезой подчищу и уберу, и там будет все чисто. Думаю, что здесь особо комментировать ничего не нужно. Дегидратор, бескислотный праймер и тонким слоем наношу базовое покрытие. Я спрашиваю обычно у своих моделей, что бы они хотели видеть на своих ногтях, и потом уже мы совместно придумываем какую-то идею. Но сегодня я, спросив свою модель, что бы она хотела увидеть, она сказала, что ей очень сильно нравятся мои выкладные френчи, она раньше такого никогда не делала и хотела бы попробовать. Так что сегодня выкладной френч, но необычный. Необычным будет именно ложе, потому что мы всегда его привыкли видеть либо круглым, либо яйцеподобным, можно так сказать. А сегодня оно будет с остреньким кончиком, да, в конце будет треугольничек, но не такой тоже, как мы привыкли видеть всегда. Обычно треугольничек уходит в центр и равняется просто ровненько. А сегодня на каждом пальчике мы сделаем разные вот такие
такие треугольнички, которые будут смотреть в разные стороны, то в правую, то в левую. В общем, совсем не будем привязываться именно к центру. Ну а пока ручки отправила в лампу, чтобы высохли все ложи, приступаю к замесам. Это одна из самых интересных частей. На самом деле очень люблю делать разные замесы, потому что это всегда очень увлекательно. Для этой цели я использую белый полигель, прозрачный полигель и разноцветные гель-лаки. Конечно, очень круто делать замесы, они всегда получаются уникальные, очень редко получается повторить тот же самый цвет, но есть одна, конечно, беда. Если вдруг по случайности клиентка сломает ноготь, и когда она придет, чтобы его просто сделать, чтобы она спокойно доходила еще 1-2 недели, то, конечно, подобрать цвета и сделать точно такие же, как сделали в первый раз, довольно сложно. Вот у меня был случай недавно, буквально пару дней назад. Девочка только сделала ногти, мы сделали ей очень красивый выкладной френч в оранжевых цветах, и она по случайности сломала ноготь. Просто падала сумка, и она ее пыталась словить, и вот сломала очень сильно ноготь. И, естественно, она же не может еще 3 недели ходить без ногтя, и нужно было все переделать. И конечно, получилось что-то похожее, но в точь я, конечно, уже цвет не повторила. Но хорошо, что там был мраморный эффект, поэтому отличие цвета в глаза сильно не бросается. Когда бирюзовый гель-лак, которым подводила линию улыбки, высох, приступаю к свободному краю, а именно беру разноцветные замесы и все перемешиваю и выкладываю на кончик. На этом этапе, когда формируется свободный край, нужно учесть много моментов. Посмотреть на те ногти, у которых очень сильно клюют кончики вниз, там нужно поставить чуть-чуть больше материала, потому что нужно будет приподнять свободный край. Также ногти, которые смотрят не в ту сторону, нужно тоже откорректировать и поставить на другую сторону больше материала, чтобы подровнять ногти, насколько это вообще возможно. Так что выкладка материала на свободном крае очень важна, и нужно сделать ее тоже правильно. Иногда мне пишут, зачем выкладывать такое количество материала. Да только потому, что иногда нужно много материала, чтобы откорректировать форму. А если выставить материала немножко, то откорректировать форму нельзя. Поэтому иногда действительно намного проще взять, срезать полностью длину и смоделировать заново форму. В этом случае тоже было бы корректнее все-таки снять полностью ногти и сделать новые. Это было бы точно быстрее и не настолько затратно. Но, как я и сказала в начале видео, мне просто стало интересно, смогу ли я вообще откорректировать эти ногти. Поэтому и взялась за этот трудоемкий процесс. Сейчас вам на виде сбоку очень хорошо видно, какая получилась толщина. Именно столько материала мне нужно было выкласть, чтобы приподнять клюющие кончики. Убираю я излишки этого материала с помощью твердосплавной фрезы. Ну а дальше беру в свои руки уже пилку и начинаю делать поверхностный опил. Это трудоемкий процесс на такой длине, потому что нужно аккуратно все проработать, выровнять ногти, которые смотрят в разные стороны, и сделать все максимально красиво, насколько это вообще возможно. Конечно, весь процесс опила я вам даже показывать не буду, потому что это долго и не вижу даже в этом смысла. Здесь главное, когда делаешь опил на такие длинные ногти, придерживать своими пальцами вот эти ногти, чтобы они не шатались в разные стороны, потому что это будет не очень приятно клиентке.
После поверхностного опила обязательно еще в свои руки беру аппарат, вставляю туда тонкую керамическую фрезу и ею вычищаю лишнюю толщину, лишний материал, который там изнутри такой некрасивый. А возле валика я буду использовать уже фрезу алмазную, только с черным маркером, и вычищаю вот тот переход, который там был. Помните, я вам показывала, что там была ступенька, в которую забивалась грязь, и было это не очень красиво. Так что с помощью вот этой алмазной фрезы я все там вычищаю, чтобы там было все чисто. После опила я дорабатываю маникюр, шлифую кожу вокруг ногтя алмазным шариком, ну и потом, конечно, перекрываю ногти топом с двух сторон. Обязательно запечатываю внутреннюю сторону топом, ну и, конечно, перекрываю все сверху, чтобы наконец-то увидеть, какой же результат у нас получился. Ну вот такое перевоплощение у нас произошло. На эти ногти я потратила очень много времени, даже сама от себя не ожидала, что так долго буду сидеть над ними, но когда я вижу глаза моих клиентов, моих моделей, вижу, что они довольны и счастливы, то тогда, конечно, никакого времени не жаль. Пишите в комментариях, как вы думаете, сколько времени у меня ушло на выполнение этой работы. Ну и, конечно, делитесь своими впечатлениями, как вам такие ногти, любите ли вы такую длину. Ну и не забудьте поставить лайк этому видео, если оно хоть немного было полезным для вас. Ну а если вы вдруг еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, потому что вы здесь найдете очень много интересной и полезной информации. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. С вами была я, Миронова Виктория. До встречи в новом видео. Всем пока-пока.